Она может застать нас как в самых неудобных местах, так и в самое неподходящее время. Диарея, причины ее возникновения и способы устранения. Здравствуйте, мои хорошие! Диарея всегда приходит неожиданно и в самый неподходящий момент. Хорошо, если она возникает, когда вы находитесь дома, но зачастую происходит обратное. В ее основе лежит нарушение всасывания кишечником жидкости. Наиболее распространенная причина поноса – острые кишечные инфекции, бактерии, кишечная палочка, сальмонеллы, дизентерийные бактерии, холерный вибрион, вирусы, ротавирусы, аденовирусы, энтеровирусы и простейшие – лямблии, дизентерийная амеба. Помимо этого, диарею могут спровоцировать пищевые аллергии, аллергические реакции на лекарства, непереносимость ряда продуктов, эмоциональное перенапряжение, злоупотребление алкоголем, слабительным или различными фруктами. Для острой инфекционной диареи характерны общее недомогание, лихорадка, отсутствие аппетита, иногда рвота. И если в каловых массах появилась примесь крови, то данный симптом указывает на повреждение слизистой оболочки кишечника патогенными микробами, и это уже серьезный повод незамедлительно обратиться за врачебной помощью. Помните, что в ряде случаев понос может являться признаком очень серьезных заболеваний, для лечения которых необходима срочная госпитализация. Продолжительность диареи зависит от причины заболевания. Острая диарея продолжается от нескольких дней до 3 недель. Хроническая диарея почти всегда длится более 3 недель. При расстройстве кишечника всегда возникают вопросы, что делать и как лечиться. Прежде всего, не нервничать раньше времени и помнить, что основное неприятное и самое грозное последствие диареи – это обезвоживание организма. Лечение поноса в домашних условиях всегда начинается с диеты. Пить рекомендуется как можно больше, лучше щелочную минеральную воду без газа. Жидкость, поступающая извне, компенсирует потерю таковой с жидким стулом. При этом ни в коем случае нельзя пить алкогольные напитки и энергетики. Если под рукой нет минеральной воды, то можно самому сделать лечебный раствор. Для этого следует растворить в литре кипяченой воды 1 чайную ложку сахара и щепотку соли. Профильтрованный морковный сок тоже неплохой выбор для лечения. Он может ускорить процесс выздоровления, быстро восполнив недостаток электролитов и минералов, потерянных во время диареи. Еда при диарее не должна перегружать кишечник. Проблема здесь заключается в том, что утомленному диареей кишечнику надо отдохнуть. Начните с некрепкого куриного бульона. Если организм его принимает, можно переходить к другой, более плотной пище. Целебными продуктами при поносе считаются рис и бананы. По возможности надо стараться использовать только их. Если очень хочется поесть, нужно сварить рис, но лучше воспользоваться клейстером, который образуется при этом. Подойдет только очищенная крупа. Если же взять неочищенную, понос усугубится. Варить рис следует не менее 40 минут после закипания на медленном огне. Употребление риса, приготовленного таким способом, укрепит кишечник. Кроме риса при диарее нужно есть бананы. 2-4 бананов в день будет вполне достаточно, чтобы наесться. А лучше всего употреблять их не сразу. Так лечебный эффект будет более выраженным. На период болезни и первые несколько суток после нее полностью исключите из своего рациона острую, соленую, жареную, копченую пищу, спиртные напитки, консервы, газированные напитки, кофе, шоколад. Что касается медикаментозного лечения, при легкой форме диареи для профилактики обезвоживания применяют такие препараты, как оригидрон и гастролит. Содержимое пакетика растворяют в 1 литре кипяченой воды, охлаждают до комнатной температуры и принимают небольшими глотками после каждого жидкого стула по 200 мл. Также назначаются обволакивающие средства, адсорбенты, которые адсорбируют и выводят из организма вирусы, патогенные бактерии, токсины, кишечные газы. Это препараты: активированный уголь, пить по 1-2 грамма 4 раза в сутки, растворив таблетки в пол-литре кипяченой воды. Смекта, пить по 1 пакетику 3 раза в сутки, растворив содержимое в пол-литре кипяченой воды. Полифипан, пить по 1 столовой ложке 3 раза в день, разведя в 100 мл воды.
Их применяют за 1 час до еды и приема лекарств в течение 3-7 дней. Для прекращения самой диареи назначаются такие препараты, как имодиум или лопирамид. Однако при острой кишечной инфекции их применение противопоказано, так как они препятствуют удалению части токсинов, тем самым способствуя усугублению поражения слизистой оболочки кишечника и отягощают течение заболевания. При лечении диареи можно использовать и лекарственные растения, обладающие бактерицидным, вяжущим, противовоспалительным действием. Высушенные цветки ромашки заваривают следующим способом: 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка. Настаивают в течение 4 часов в термосе, после чего процеживают. Пьют по 2 столовые ложки 4 раза в день после приема пищи. Ягоды черники, 1-2 чайные ложки сухих ягод заливают стаканом кипятка, охлаждают и принимают 4 раза в день. Отвары коры дуба, плодов ольхи, корня кровохлебки, 2 столовые ложки растений заливают пол-литрами кипятка, кипятят 20 минут, охлаждают и принимают по 2 столовые ложки 4 раза в день. Для восстановления организма после диареи нужно не забывать придерживаться диеты, употреблять достаточное количество жидкости, принимать витамины, воздержаться от физических нагрузок, обеспечить нормальное психоэмоциональное состояние. В процессе восстановления рекомендуется исключить из рациона жирные и острые продукты. Чтобы избежать диареи, соблюдайте простые правила. Мойте руки после туалета и перед едой, не злоупотребляйте с алкоголем и пейте только кипяченую воду. Не болейте, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Здоровья вам!